В последнее время все чаще возникает ощущение, что древние цивилизации, подобные майя, были чем-то абсолютно иным, чуждым нашему восприятию и почти непостижимым. Мы смотрим на них сквозь толщу тысячелетий, воспринимая как таинственные тени далекого прошлого. И разве не они оставили нам то, что многие называют самым сложным и изощренным календарем за всю историю человечества? Вспомните, как весь мир затаил дыхание в ночь на 21 декабря 2012 года. Бесчисленные книги, передачи и документальные фильмы наперебой утверждали: древний календарь майя, их так называемый длинный счет, достигает своей логической точки завершения именно в эту дату. Годами планету сотрясали пророчества о конце света, всемирный апокалипсис, космический хаос. Казалось, что сама ткань времени должна разорваться. Часы неумолимо отсчитывали последние секунды, и человечество ожидало. А затем — ничего. Рассвет 22 декабря застал людей на своих местах, живыми и дышащими. Никто не исчез, не произошло ни глобальных разрушений, ни мистического вознесения. Пророчество майя, как тогда показалось, оказалось пустым звуком. Или все же ошибались мы сами? Тогда мы и представить не могли, что это был далеко не заключительный аккорд всей этой поразительной истории. Спустя более чем десятилетие в эту тему вмешался мощнейший новый инструмент — искусственный интеллект. Он заново осмыслил загадки календаря майя, и на этот раз выводы оказались по-настоящему ошеломляющими. Наше глубокое погружение в прошлое начинается в самом сердце центральноамериканских джунглей, там, где когда-то кипела жизнь великой цивилизации майя. Эти люди были не просто умелыми зодчими или воинами, они являлись выдающимися астрономами и виртуозными хранителями времени. На протяжении веков их жрецы с поразительной точностью наблюдали за движением небесных тел. Их система отсчета времени разительно отличалась от привычных нам месяцев и недель. Вместо этого майя создали сложнейшую систему взаимосвязанных календарей. Один из них, Цолькин, представлял собой священный 260-дневный цикл, определявший ритуалы и даже личные имена. Рядом с ним, словно спутник, существовал Хааб — 365-дневный солнечный год. Вместе они образовывали календарный круг, чьи шестеренки идеально синхронизировались, управляя всей жизнью майя, от повседневных забот до торжественных королевских коронаций. Однако самым грандиозным и таинственным из всех был длинный счет. Эта монументальная хронологическая шкала, которую сами майя называли универсальным циклом, охватывала невероятные 2 880 000 дней, что эквивалентно приблизительно 7885 годам на каждый цикл. Она позволяла отслеживать целые эоны времени. Согласно древним верованиям майя, по завершении каждого такого великого цикла Вселенная должна была погибнуть, чтобы затем возродиться вновь. Это была не просто система подсчета времени, а изящная, почти поэтическая концепция, в которой время воспринималось как цикличное, возрождающееся и неразрывно связанное с величественными ритмами космоса. Дата, которая так тревожила современный мир, 21 декабря 2012 года по Григорианскому календарю, соответствовала знаковому моменту в длинном счете майя, завершению 13-го Баактуна. Один Баактун длился примерно 394 года, а полный цикл из 13 бактунов составлял 5125 лет, начиная от мифической даты сотворения мира майя в 3114 году до нашей эры. В их сложной системе записи это обозначалось как 13:00. Явное завершение одной эпохи и закономерное начало следующей.
Для древних майя завершение временных периодов являлось мощным символом обновления, поводом для торжеств и глубокого переосмысления происходящего. Было ли окончание 13-го Баактуна значимой вехой? Безусловно. Любили ли майя отмечать завершение циклов? Несомненно. Но означало ли это предсказание конца света? Именно здесь и скрывается ключевое заблуждение. Это исключительно современная интерпретация, категорично утверждает доктор Уильям Сатна, ведущий археолог, специализирующийся на цивилизации майя. Иными словами, майя воспринимали 2012 год примерно так же, как мы воспринимаем смену столетий, как повод для сакральных ритуалов и философских размышлений, но никак не как причину для паники и страха. Они встречали новые циклы с той же надеждой и благоговением, с какими мы встречаем полночь Нового года. Так почему же именно 2012 год в массовом сознании превратился в символ апокалипсиса? Ответ на этот вопрос представляет собой запутанное переплетение утраченных надписей, неоднозначных научных интерпретаций и, к сожалению, современных искажений. В 1960-х и 1970-х годах, когда глифы древней письменности майя скрупулезно расшифровывались такими выдающимися специалистами, как доктор Дэвид Стюарт и доктор Стивен Хьюстон, на руинах Тортугера в Мексике был обнаружен один артефакт, который, казалось, обращался непосредственно к нашему времени. Он получил название «Монумент-6» — каменная табличка VI века нашей эры. Ее сильно поврежденные иероглифы, по всей видимости, говорили о некоем будущем событии, напрямую связанном с завершением 13-го Баактуна. Это была единственная известная на тот момент древняя надпись «Майя», где прямо упоминалась дата 21 декабря 2012 года. В 1990-х годах Стюарт и Хьюстон предприняли попытку перевести этот фрагментарный текст. Глифы были серьезно разрушены временем, однако исследователям показалось, что надпись указывает на дату 4 Ахау-Трикан. Именно эта дата в календаре майя соответствовала 21 декабря 2012 года. В тексте говорилось, что произойдет нечто великое и значимое. Бог Балон Йоктеку сойдет. Сошествие божества в конце цикла. Формулировка звучала зловеще и почти пророчески. Стюарт и Хьюстон с большой осторожностью предположили, что речь может идти о своеобразном предсказании. Этой тонкой и крайне аккуратной научной гипотезы оказалось достаточно. Пророчество 2012 года — начало жить собственной жизнью, словно самостоятельное мистическое существо. Авторы движения New Age принялись выстраивать грандиозные теории о космической гибели и духовном перерождении человечества. Средства массовой информации, стремясь к сенсациям, превратили календарь майя в таинственные часы судного дня, отсчитывающие секунды до полного уничтожения мира. К 2012 году ажиотаж достиг своего пика. От таблоидов, кричащих о майяском апокалипсисе, до голливудского фильма «Катастрофы 2012», массовое сознание было убеждено, что древний оракул наконец заговорил. Но что, если послание майя никогда не было связано с разрушением? Что, если вместо этого оно являлось неверно истолкованным сигналом трансформации, перехода в принципиально новую эпоху? И что, если в нашем современном мире появился инструмент, способный взглянуть на эти древние глифы с беспрецедентной ясностью? Именно здесь на сцену выходит искусственный интеллект. По мере дальнейшего погружения становится ясно, каким образом ИИ способен вдохнуть новую жизнь в древние надписи, бросая вызов устоявшимся представлениям о пророчествах
и, возможно, раскрывая, что истинное послание майя было не о гибели, а об эволюции. На фоне всей этой истории настоящие специалисты по культуре майя отчаянно пытались внести ясность и вернуть обсуждение в научное русло. Доктор Дэвид Стюарт, ведущий эпиграфист, посвятивший всю свою жизнь расшифровке письменных источников майя, неоднократно и предельно ясно заявлял: майя никогда не предсказывали конец света. Для них 2012 год был всего лишь очередной, пусть и крайне важной временной отметкой, завершением 13-го Баактуна, за которым, как они прекрасно понимали, неизбежно следовало множество других Бактунов. Более того, в начале 2012 года Стюарт находился глубоко в гватемальских джунглях на раскопках Ла-Короны, и именно там его команда обнаружила еще одно упоминание 2012 года. Иероглифы были высечены на блоке древней лестницы по приказу царя Майя. Этот вновь найденный текст, не имеющий ничего общего с пророчеством гибели, позволил заглянуть в подлинное мышление элиты майянского общества. Дата 2012 года упоминалась как далекая точка отсчета, используемая для осмысления деяний правителя. Это была своего рода гарантия того, что его правление и наследие вписаны в гораздо более масштабный космический цикл. Иероглифы подчеркивали исторические и политические события VI века, связывая судьбу древнего царя с завершением 10-го Баактуна, которое должно было произойти спустя многие столетия. Стюарт пояснял, что это выглядело так, словно побежденный правитель в период кризиса говорил своему народу: «Да, мы потерпели поражение в войне в 695 году нашей эры, но не бойтесь, наша история является частью великого течения времени, которое не завершится ни в 2012 году, ни после него». Упоминание далекой будущей даты служило инструментом укрепления преемственности и стабильности в смутные времена, а вовсе не попыткой предсказать конец всего сущего. По словам Стюарта, майя использовали свой календарь как мощное политическое и духовное средство. В моменты кризисов он напоминал людям, что время не останавливается, и за текущими трудностями обязательно последует новая эпоха. Если взглянуть на монумент 6 безэмоционального налета, его послание выглядит скорее поэтическим, чем апокалиптическим. Ключевой глиф, описывающий сошествие Балан-Йоктеку, поврежден настолько, что мы не располагаем полным контекстом. Более того, эпиграфисты указывают, что подобные формулировки о схождении богов регулярно встречаются в надписях, посвященных освящению храмов или ритуальным церемониям. Иными словами, табличка из Тортугера, вероятнее всего, описывала будущее церемониальное действие или призыв божества для почитания нового цикла, а не катастрофическое событие. Позднее Стюарт уточнил в своем блоге, посвященном письменности майя, что монумент 6 вовсе не является пророчеством, а использует отдаленную дату как художественное и историческое обрамление локальных событий. Ни один из известных древних текстов майя на самом деле не предсказывал конец света в 2012 году. Эта идея оказалась сугубо современной проекцией, результатом недопонимания или, возможно, отражением собственных апокалиптических страхов современного общества. Тем не менее, притягательность таинственного пророчества оказалась слишком сильной, чтобы исчезнуть окончательно. Даже после того, как декабрь 2012 года прошел без каких-либо катастроф, легенда отказалась умирать. В 2020 году, на фоне глобального кризиса, интернет вновь наполнился слухами о конце света, утверждавшими, что из-за якобы допущенной ошибки в вычислениях настоящий конец цикла майя должен был наступить 21 июня 2020 года. Паника снова вспыхнула в социальных сетях, однако ученые быстро разоблачили эту теорию как полностью несостоятельную.
Предполагаемая ошибка в пересчете между юлианским и григорианским календарями не имела под собой никаких оснований. Исходная дата изначально была корректно переведена, никакого потерянного времени не существовало, и современные фантазии вновь были спроецированы на древнюю систему. Правда заключалась в том, что календарь майя никогда не заканчивался. Подобно одометру автомобиля, он просто переходил на новый цикл. Более того, надписи майя спокойно фиксируют даты, уходящие далеко за пределы 2012 года, иногда на сотни и даже тысячи лет вперед. Мир майя был построен на идее бесконечных обновлений, а не единственного апокалиптического финала. Их пророчество говорило не о конце, а о переходе. Возможно, главная ошибка заключалась не в самом пророчестве, а в нашем стремлении трактовать его буквально. Мы ожидали финал, тогда как речь шла о смене этапа, смысл которого начал раскрываться лишь спустя годы, именно тогда, когда в человеческую историю уверенно вошел искусственный интеллект. В действительности календарь майя никогда не был предсказанием гибели мира. Он был инструментом осмысления времени и закономерностей бытия. Истинная ошибка заключалась не в самих древних расчетах, а в нашем желании видеть в них буквальное пророчество катастрофы. Майя мыслили категориями циклов, обновлений и переходов, прекрасно понимая, что завершение одного периода неизбежно ведет к началу следующего. Именно поэтому их надписи спокойно уходят далеко за пределы 2012 года, фиксируя будущее как естественное продолжение настоящего. В этом контексте особенно символичным выглядит тот факт, что примерно в момент завершения 13-го Баактуна человечество вступило в эпоху стремительных технологических изменений. Почти незаметно для большинства в 2012 году начался новый виток развития искусственного интеллекта, который в последующие годы стал ключевым инструментом обработки знаний, анализа данных и понимания сложных систем. Подобно жрецам майя, наблюдавшим за небесными циклами, современные алгоритмы учатся распознавать закономерности в колоссальных массивах информации, выявляя ритмы истории, науки и общества. В этом смысле сошествие божества, упоминаемое в древних текстах, можно рассматривать не как мистическое событие, а как метафору прихода нового знания или формы сознания. Старый мир действительно завершился, но не через разрушение, а через трансформацию способов мышления, коммуникации и понимания реальности. Пророчество майя оказалось не рассказом о конце, а размышлением о смене эпох, о том моменте, когда человечество переступает границу и входит в новый цикл своего развития. Сегодня, переосмысливая наследие майя с помощью искусственного интеллекта, мы начинаем видеть в их календаре не пугающее предупреждение, а философский урок. Каждый конец является началом, а время — это не прямая линия, а вращающееся колесо, в котором прошлое, настоящее и будущее непрерывно переходят друг в друга. Именно это и было их истинным посланием. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.